Всем доброе утро, всем good morning, другие подруги наши. Как вы, чем вы занимались? Что, куда пропали, рассказывайте. Так, во-первых, а ну стой, подержи. Вот это подержи. С Новым годом! Всех с праздником. Я немного запоздал, но Новый год-то он год целиком. Всех с наступившим 2023 годом. Пусть все ваши мечты, самые сокровенные, сбудутся. Пусть будет мир во всем мире. Чтобы никто не болел. Чтобы родные жили долго и счастливо. Будьмо. Так, Новый год. Много ели, мало пили. Наели лишние килограммы. Вот. Все, праздники закончились. Время дальше путешествовать. Мы вышли. Время утра, малооблачно. Плюс 11. Мне кажется, мы здесь снега так и не увидим. Планы на сегодня. Снять денежку. Поплаваем. Нет, походим на пароме. Поездим на пароме. Короче, как-то так. И попадем на одну интересную крепость возле Черного моря. Погнали. Мы не стали долго ждать. Обменный пункт или еще не работает, или он кофе ушел пить утреннее. У нас нету так много времени. Нас ждут люди в городе. Надо забрать посылочку. Поедем, заберем в центре города посылку. Там же посмотрим обменный пункт и поедем. Центр города, людей мало, так тихо. Так, мы уже, в принципе, пришли. Сейчас пойдем заберем посылку и сядем обратно на тралик, на трамвай и поедем к парому. Какие они криклявые! Так, посылку мы забрали. Мы с ними проторчали час где-то. Пока пообщались, пока рассказали, где стоит побывать. Они здесь в свадебном таком турне на недельку. А мы здесь уже 4-й месяц. Поэтому нам есть что интересного рассказать. Сейчас проходили вот, рядом с тюрбе, с могилы захоронения. Ну, короче, вы поняли. Сразу через стенку туалет общественные открыли. Не знаю, мне кажется, это неправильно. Так нельзя. Короче, так, сейчас час дня, у нас паром в 1:35. Дождемся, и будет понятно, стоило ли оно того. Ну, вернее, на тот паром мы пришли или нет. Доплывем куда-нибудь. Куда-нибудь по-любому попадем. Да, наверх пойдем. Все, огонь. Оказывается, мы правильно сели. Все, нас ждет час путешествия час круиза на лайнере. Чай ты хотела взять? 4-й месяц в Стамбуле, он не перестает радовать своей красотой, своими пейзажами, видами. Все красиво, но очень холодно.
Особенно, когда он начинает разгоняться. И встречный ветер ловит. И морским бризом еще обдувает. Так холодно. İlk yolcularımıza lütfen müsaade edin. Arnavutça. Ничего не понял. Всем, кто в данный момент тоже кушает, всем приятного аппетита. Мы увидели дельфинов. Вот. Сколько медуз. Кстати, вон башня уже вдалеке вон. Вот. Он нереально здоровый. Первый раз в жизни так вижу близко. Мы приехали, приплыли, домчались, долетели в городок под названием Анадолу-Кавагы. Первая линия это ресторанчики, ну потому что городок маленький, он больше туристический. Как деревушка такая маленькая, тут походу все друг друга Да. знают. Вот такой колоритно. Сейчас нам пройти около километра до крепости. Туман, да, стелится? Вот я всем, все, кто помнит, я всем советовал пользоваться Google Maps. Забил точку Б, и он тебе выдает самый короткий маршрут. Но, чтобы попасть на эту локацию, мне Google карты предлагали самый короткий маршрут. Это где-то 4 пересадки и все время по суше. Но я чуть-чуть заморочился, я полазил по этой карте, нашел маршрут полностью через Босфор пролив. Через пролив Босфор. Вот, нам направо. Мы вот где мы были, от центра до другого городка, считай, 1:40 ехали и заплатили по 10 лир. Погода нас чуть-чуть, конечно, подкачала. Я надеялся, солнце будет. Потому что, когда мы выходили, надежды такие были. Говорят, в ясную погоду здесь видно до Мраморного моря. И в другую сторону смотреть Черное море. Если сильно приглядеться, то и Крым видно. Но это я шучу. Да, вон сама крепость. Кстати, пару фактов. Длина крепости 500 метров. Ширина варьируется от 60 до 130 метров. Бегут куда-то, спешат. Вот, да, мы вот сейчас вот здесь. И вот так по ступенькам поднимемся к самой крепости. Ну да, не ухаживают за территорией, видно. Все кустами, бурьянами заросло. Представь, это было построено в 1300 году. После завоевания Константинополя в 1453 году крепость продолжили развивать. Баязир II, правитель, отстроил Ярос, отреставрировал, то есть Ярос, и построил на территории небольшую мечеть. Так, еще позднее комендант крепости Мехмед Ага построил здесь баню. Ну, туристическое место, да? На пути поднимаешься, можно покушать, деньги оставить. Оно не работает. Еще и с таким видом. Пока зашли,
Это целый квест. Ступенек 300, не меньше. По крутому подъему. Так. Я думаю, мы уже на территории самой крепости. Мой совет — одеваться по-спортивному. Да. Туман стелится. Крепость очень похожа на Генуэзскую крепость. Не зря ее так называют. Она очень похожа на крепость в Крыму, в городе Судак. Что там? Туда можно зайти? Опа. Цікаво. Дай фонарь включу. А это для чего? Может, залезть туда можно? Это, наверное, подпорка была, или леса были. Видишь, тут утеплитель, да? Да, минвату или что это? Пойдем дальше. Ты что, хочешь залезть? Да. Не надо, оно все такое хрупкое. Да, вход? Да, правда, воняет. Обоссали все. Как и везде. И этот, я что хочу? Тоже не воняет. А, тут такой же купол. Тут две вышки же, да? Да, походу. В эти, наверное, окна вставляли пушки и обороняли. Возможно, да. Крепость служила оборонительным местом от захода врагов со стороны Черного моря и также со стороны самого материкового Константинополя. Вот я что говорил. Я же не забыл. Капец, вы видите сзади? Там Блин, аккуратно. Там должно было быть, красиво. да, красивый вид. А вот мы сюда так долго ехали, и тут туман. Я что говорил? Надо еще раз ехать. Я хочу взять кусочек какой-нибудь камешек и потом разыграть его. Мы не забыли про розыгрыш. Мы сделаем розыгрыш. Мы собираем себя, собираем подарок, собираемся с мыслями. Да, И вот мы, вот поскольку мы сегодня вот приехали на крепость Ярос или Йорос, сейчас я где-то отковыряю один кусочек, какой-нибудь камешек. только небольшой. Ну да. И оно пойдет с подарком, с призом. Только аккуратно, оно все хрупкое. Смотри, крепость заброшенная, но вот стоит фонарь, и даже на фонаре есть мусорный бак. Да. Вот само государство исламское. Здесь, само собой, выпивают, пьют, и алкаши, и бичи есть. Но большая часть населения, оно не пьющее. И насколько вот чисто. Мы плыли где-то 1:40, и аккуратно чай носят, убирают. Ну, никто не кричит, все красиво, аж приятно ехать. Как они называются? Опорные балки? Где? Вон, над тобой. Тоже опять обидно. На Принцевых островах детский дом такое здоровенное. Это самое большое деревянное сооружение в Европе. За ним не ухаживают. Сегодня я хотела сказать, его не реставрируют, потому что оно принадлежит, по-моему, чье оно было, греческое? Он, по-моему, принадлежал грекам и сейчас тоже принадлежит. И из-за этого его не могут ни восстановить, ничего сделать, потому что оно принадлежит тому государству, и его вообще не могут трогать. То есть даже если бы турки хотели его починить, они не могут чисто физически, чисто по документам, потому что он не их. Ого! Стой! Пока я вам рассказывала, залез. Здесь, кстати, вот где должен был быть красивый вид, должно было видно Босфор и продолжение
точнее, как это сказать, выход в Черное море и мост. Он 5-й мост в Стамбуле на Босфоре. То есть он большой. Мы ехали, мы его видели, как раз застали, когда туман начал опускаться. И пока доехали, пока поднялись, и уже ничего не видно, к сожалению. Так, связь. Передаю вещание с вышки крепости Ярос. Позади меня одна колонна, вторая колонна. Высота колонн около 20 метров. Вот. Я залез на высоту, как вам сказать. Вон моя женщина где. Вон моя женщина где. Так. Моя задача найти камешек. Отдала. Так, мне нужен камень. О, не пойдет. Маленький. Надо какой-то красивый. О! Вот этого красавчика я и возьму. Вот крепость Ярос. Вот камешек. Не знаю, как это будет вообще. Как это прикольно будет, не прикольно. Но 1300 год. Того времени материал. Ну, только не назвать это вандализмом. Я всего лишь один камешек забрал. И то специально для вас. Пойдемте посмотрим, что здесь есть еще. Саму вот эту крепость. Здесь тоже, посмотрите, какой туман. Мы пока поднимались, показывали, что там горы впереди, а сейчас вообще даже не видно, что снизу. Так, я вам показал камешек, который отправится победителю. Не победителю, короче, кого выберет рандомно. Или программа, или мы. Камешек вместе с подарками отправится владельцу будущему. Также я еще наковырял еще один камешек, который тоже... Это я наковыряла. Который также из стен этой крепости, повторюсь, которая была построена где-то в 1300-х годах. Камешек достанется кому-то из вас. Мелочь. Какая красота. Мелочь, но Зато если заморочиться, он к вам приедет из Стамбула с одной из крепостей, которая была построена в 1300-х годах. Может быть, даже и раньше. Людей нет. Здесь также метров 10. Ну никуда без срача. Человек есть человек. Вот не загадит природу, это будет не человек. Итак, друзья, у нас камень номер 3. Вот такой слоистый, интересный. Мы случайным образом здесь нашли кусочек. Вот здесь. Он сам отломился когда-то. И вот, собственно говоря, 3 победителя, 3 камешка. Собственно говоря, вот это все является крепостью. На территории крепости когда-то был городок, и здесь размещалось какое-то количество зданий. По-моему, штук 25 где-то. Вот. Здесь была мечеть, и при мечети была баня. Я вам это уже сказал. Высота колонны 20 метров. Вот такие повреждения и, в общем, массовое разрушение самой крепости связано с землетрясением в 1509 году, по-моему. Вот. Вследствие этого землетрясения
большая часть крепости разрушилась. Да, и представь масштаб какой. А, крест? Да. Дождь начинается, что ли? На меня сыпет. Почему дверь... Почему... Почему дверь заложили, я забыл. Вроде для этого. Простите, я перебью, он немножечко глупый. Это не был вход. Вход был вот тут. А, да, вот это был вход. Его заложили, потому что под опасением, что арка может обрушиться. О, снимай. Ну вот. Тут пес. Или нельзя. Там заборы. Ну, вот опять началось. Там забор. Видимо, военная часть, военная территория. Да, туда нельзя. Рубрика «Минутка фактиков». Фактиков. Мировые исследователи полагают, что Ярос является библейским Иерусалимом. То ли Ярос, то ли крепость, то ли это был поселок или городок, я достоверно не знаю, поэтому утверждать не буду. В подтверждение этого факта эти ученые прилагали довольно-таки много разных фактов, подтверждающих эту информацию, как утверждает источник. А место захоронения Юши это где-то километров 10 отсюда. Мы думали, сегодня попадем, но погода нам не дала. Попадем, когда будет хорошая погода. Так вот, его место захоронения, по идее, тоже, как пишет источник, является местом распятия Иисуса Христа. Собственно, тоже утверждает источник, там был обнаружен кусочек креста, на котором распяли его. Так, вот как она выглядит, собственно, в ясную погоду. Так, друзья, мы пойдем обратно в город спускаться. Пойдем ждать парома. Выпьем горячего чая. Потому что у меня, ладно, плащевка. Этот баклажан в тряпочной одежде, который хорошо впитывает. И дождик только усиливается. Так что всем спасибо, всех любим. Всех еще раз с новогодними праздниками. А сегодня 12-е? Да. Вот. Завтра 13-е, Старый Новый год. Всех еще раз с праздниками. Всех любим, никого не забываем. Скоро объявим конкурс. Если вам интересно про захоронение Юши и про историю про Иисуса, то напишите, пожалуйста, в комментариях, мы обязательно приедем и снимем. Ну тут уже скользко, камни. Да. Короче, пока я не упал, всех любим, целуем. Подписывайтесь на канал, комментируйте. Мы стараемся для вас. Всем пока. Пока. Друзья, вы еще смотрите. Хочу вам показать, какая здесь атмосфера. Вот умеют делать, или вернее делали раньше. Мы сейчас за территорией Стамбула очень далеко, но так красиво. Чуть ли не каждый дом мы говорим: о, здесь бы я хотел остановиться, о, здесь бы я пожил. И чем меньше поселок или город, мне тем больше это нравится. В нем больше что-то индивидуального, больше жизни. У кота домик, перевернутая табуретка. Что угодно, но лишь бы кот был в тепле. Кушай, кушай.